Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Я никогда не верила в сказки. Сказки — это для слабых, для тех, кто не умеет строить свою жизнь сам. В свои 42 года я создала империю. Сеть бутиков модной одежды «Елена Стиль» заработала репутацию безжалостной бизнес-акулы и привыкла полагаться только на себя. Признаюсь, в бизнесе я не гнушалась методами. Главный результат. Партнеры боялись меня, конкуренты ненавидели, сотрудники уважали и трепетали. Мое имя Елена Владимировна Стрельцова стало брендом. Елена Владимировна, квартальные показатели на 10% ниже ожидаемых, дрожащим голосом говорила Вероника, менеджер нового филиала. Я смерила ее ледяным взглядом. Ненавижу некомпетентность. И это после того, как я лично подобрала локацию? После того, как маркетинговый отдел потратил миллион на рекламу? Мой голос был тих, но от него Вероника съеживалась, как от удара хлыста. Может быть, проблема в руководстве филиала? Мы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Конкуренты открыли. Конкуренты? Я презрительно усмехнулась. Когда я начинала, у меня было ровно 3000 рублей, одолженных у соседки, и конкуренты со всех сторон. А сейчас? Что мешает вам работать с полной отдачей? В этот момент зазвонил телефон. Я раздраженно посмотрела на экран. Номер домашнего телефона. Виктор, мой муж, почти никогда не звонил в рабочее время. Что-то случилось. Продолжим через 5 минут, бросила я Веронике, которая с явным облегчением поспешила к выходу. Я ответила на звонок, но вместо голоса мужа услышала незнакомый мужской голос. Елена Владимировна Стрельцова? Да, это я. МЧС, в вашей квартире произошел несчастный случай. Взрыв бытового газа. Помню, как сжалась в тугой узел грудь. Виктор, мой муж, когда-то подающий надежды музыкант. Последние 10 лет он сидел дома, якобы работая над великим альбомом, который никак не мог закончить. Я давно махнула на него рукой, обеспечивая нас обоих и относясь к нему скорее как к неудобному домашнему питомцу. Но сейчас... «Что с моим мужем?» — резко спросила я, уже зная ответ. «Мне очень жаль». Я не дослушала, бросив трубку. В голове пронеслось. Этот идиот умудрился взорвать квартиру? Я схватила сумку и ключи от машины. Выбежав из офиса, не прощаясь со столпившимися в коридоре сотрудниками, я помчалась на парковку. Ноябрьский день был пасмурным, моросил мелкий дождь. Я завела свой черный БМВ и рванула с места. В голове был хаос мыслей. Виктор мертв, квартира разрушена. Сколько это будет стоить? Страховка покроет? Где я буду жить? И почему, черт возьми, я думаю об этом, а не о муже? Дорога была скользкой. На повороте возле моста я не справилась с управлением на высокой скорости. Машину занесло. Я выкрутила руль, пытаясь выровнять ее, но только усугубила ситуацию. Последнее, что я увидела, встречный грузовик и мысль. Какая нелепая смерть. И все из-за этого бездельника. Потом была темнота. Долгая и абсолютная. Сознание возвращалось медленно, как будто я выплывала из толщи вязкой жидкости. Сначала появилось ощущение. Холод, жесткая постель, тяжесть в теле. Потом запахи, сырость, дерево. Наконец, я смогла открыть глаза. Надо мной нависал потолок с древними деревянными балками. Паутина свисала с потрескавшейся лепнины. Тусклый свет пробивался через маленькое окно с мутным стеклом. Где я? Больница? Не похоже. Попытка подняться вызвала неожиданную слабость. Что-то было не так. Тело казалось чужим, маленьким. И я с трудом подняла руки перед глазами и застыла в шоке. Это были не мои руки. Тонкие, бледные, с нежной кожей подростка. Без моего привычного маникюра и кольца с сапфиром, которое я никогда не снимала. «Мириам Фрейлин, вы наконец очнулись!» К постели подбежала полная женщина в старомодном платье с передником. Ее седые волосы были собраны в тугой пучок, а на лице читалось неподдельное облегчение.
3 дня лихорадки. Мы уж думали, вы отправитесь вслед за вашим отцом. Я пыталась что-то сказать, но из горла вырвался только хрип. Женщина тут же поднесла к моим губам кружку с водой. «Пейте, фрейлин, пейте! Вам нужно восстановить силы!» Вода имела странный привкус трав, но я жадно пила, чувствуя, как жидкость возвращает способность говорить. «Где я?» – прохрипела я, не узнавая свой голос. Женщина нахмурилась, потрогала мой лоб. «Все еще жар. Вы в своей комнате в замке вашего отца. Вернее, теперь уже покойного отца, барона фон Штейнберга. Не волнуйтесь, фрейлин, память скоро вернется. Такое случается после долгой лихорадки». «Барон? Замок? Какой бред! Госпожа баронесса скоро навестит вас. Она очень беспокоится». В глазах служанки читался неприкрытый страх. Она явно лгала. «Как вас зовут?» – спросила я, пытаясь собраться с мыслями. «Грета, фрейлин. Я служу в этом доме уже 30 лет. Я помогала вашей матушке при родах». Она запнулась, как будто сказала что-то неуместное и торопливо добавила. «Отдыхайте, я принесу вам бульон». Как только дверь за Гретой закрылась, я опять попыталась встать. В третьей попытке мне удалось сесть на кровати, превозмогая головокружение. Я осмотрела себя. На мне была длинная ночная рубашка из грубого льна, волосы длинные, русые, падали на плечи. Я потрогала лицо. Оно было гладким, без морщин, которые я уже начала замечать в последние годы. Рядом с кроватью стояло маленькое зеркало. Дрожащими руками я взяла его и поднесла к лицу. На меня смотрела незнакомая девушка лет 16 с большими зелеными глазами и тонкими чертами лица. Бледная, но определенно красивая. Я уронила зеркало и схватилась за голову. Это невозможно. Я, Елена Владимировна, успешная бизнес-леди, владелица сети бутиков. Я разбилась в автокатастрофе, и теперь я здесь, в теле какой-то девчонки по имени Мириам? Я сошла с ума, или это кома? Или я действительно умерла и переродилась? Дверь снова открылась, и в комнату вошла высокая женщина лет 40 в темно-синем платье. Ее русые волосы были уложены в сложную прическу, а лицо красивое, но жесткое выражало холодную вежливость. «Мириам, дорогая, как я рада, что ты пришла в себя!» произнесла она голосом, в котором не было ни капли радости. Интуиция, которая никогда не подводила меня в бизнесе, забила тревогу. Эта женщина была опасна. «Благодарю», — я запнулась, не зная, как к ней обращаться. «Ты все еще слаба», — женщина присела на край кровати, не дотрагиваясь до меня. «Грета сказала, у тебя проблемы с памятью. Я баронесса Хильдегарда фон Штейнберг, твоя мачеха. Твой отец женился на мне год назад, но, увы, недавно скончался от сердечного приступа». Ее глаза внимательно изучали меня, как будто ища что-то. «Как жаль», — произнесла я, пытаясь подстроиться под ситуацию. «Если это сон или галлюцинация, я просто поиграю по его правилам, пока не проснусь. Дорогая, мне нужно сообщить тебе нечто важное. Твой отец, к сожалению, оставил наши дела в плачевном состоянии. Замок заложен, слуг пришлось сократить. Ты должна понимать, что теперь мы все должны экономить». Я едва удержалась от смешка. Даже в средневековом бреду меня преследуют финансовые проблемы. «Я понимаю», — ответила я, решив быть покладистой, пока не разберусь в ситуации. «Отлично». Баронесса встала. «Когда тебе станет лучше, мы переведем тебя в другую комнату. Это слишком роскошно для нашего положения». С этими словами она вышла, оставив меня наедине с водоворотом мыслей. Я начала понимать, что, возможно, это не бред и не сон. То если я действительно каким-то образом переместилась в другое тело. Если это реальность, подумала я, то мне нужно адаптироваться и быстро. И в этом мире у меня нет ни власти, ни денег, ни связей. Только мой ум и опыт. Ну что ж, мне не впервые начинать с нуля. Я откинулась на подушке, уже строя планы. Если баронесса думает, что сможет просто так избавиться от падчерицы, она жестоко ошибается. Елена Владимировна Стрельцова, или теперь Мириам фон Штейнберг, не сдается так легко.
Выздоровление заняло неделю. Все это время я собирала информацию, осторожно расспрашивая Грету и прислушиваясь к разговорам в коридоре. Постепенно картина стала проясняться, и я поняла, что попала не просто в другое тело, а в совершенно иной мир. Мир этот напоминал средневековую Европу с ее замками, баронами и ремесленниками. Я находилась в королевстве Остербург, где правил король Конрад IV. Замок фон Штейнбергов стоял на холме недалеко от небольшого городка Эйхенталь. Барон Вильгельм фон Штейнберг, мой отец, был мелким дворянином, последние годы растратившим семейное состояние на сомнительные предприятия и карточные долги. Год назад он женился на своей экономке Хильдегарде, женщине незнатного происхождения, но с деловой хваткой. Это вызвало скандал в высшем обществе, но барону было уже все равно. Он искал любую возможность залатать финансовые дыры. Моя настоящая мать, баронесса Элизабет, умерла при родах. Все детство я, вернее, настоящая Мириам, провела под строгим надзором отца, который видел в дочери лишь потенциальную партию для выгодного брака. На 7-й день мне разрешили встать с постели. К этому времени я уже привыкла к своему новому телу, хотя иногда автоматически пыталась дотянуться до смартфона или щелкнуть выключателем в комнате, освещаемой только свечами. «Фрейлин, госпожа баронесса велела показать вам вашу новую комнату», сказала Гретта, помогая мне одеться в простое серое платье. Я молча кивнула. Баронесса за всю неделю навестила меня лишь однажды, и то недолго. Я чувствовала ее неприязнь, но пока не понимала причины. Мы поднялись по узкой винтовой лестнице на самый верх северной башни. Гретта открыла скрипучую дверь, и я увидела свои новые апартаменты. Тесную комнатушку под самой крышей, с низким потолком и единственным крошечным окном. Старая кровать, колченогий стул, комод с треснувшим зеркалом. Вот и вся обстановка. «Это интересно», — сказала я, сохраняя спокойствие. Грета виновато опустила глаза. «Баронесса сказала, что ваша прежняя комната теперь будет гостевой, а на этом этаже экономнее». «Экономнее?» Я глядела голые стены, на которых виднелись пятна сырости. В комнате было холодно, несмотря на летнее тепло за окном. «Ну что ж, будем обустраиваться», — я улыбнулась Гретте. «Скажи, а с остальными моими вещами что?» «Ваши платья и личные вещи», — Гретта замялась. «Госпожа распорядилась отложить их для продажи. Сказала, что это поможет поправить финансовое положение». Я сжала кулаки. Значит, баронесса просто обворовывает меня, пока я болела. Мой первый порыв был немедленно высказать ей все, что я думаю об этом, но я сдержалась. В этом мире у меня пока нет власти. Пока. Грета, а что со слугами? Кто остался в замке? Только я, кухарка Марта, садовник Отто и конюх Ганс. Раньше у нас было 20 слуг, но госпожа всех рассчитала. А ее брат, он часто здесь бывает? Гретта удивленно посмотрела на меня. Так вы помните господина Клауса? Я мысленно отругала себя за оплошность. Мне нужно быть осторожнее с тем, что я якобы помню. Некоторые вещи помню смутно. Например, я не могу вспомнить, какие отношения у меня с мачехой и ее братом. О, Гретта понизила голос. Господин Клаус приезжает раз в неделю. Он не самый приятный человек. Всегда требует лучшего вина и еды, хотя знает о наших стесненных обстоятельствах. А с вами он был... Она запнулась. Груб, подсказал я. Хуже. Он позволял себе вольности. Господин барон одергивал его, но теперь, когда вашего отца нет, картина становилась все яснее. Я бесправная сирота, оставшаяся на попечении жадной мачехи, у которой есть еще и брат с неприятными наклонностями. Отличная ситуация. Грета, а кто теперь управляет землями барона? Баронесса, конечно. Но земель осталось немного. Большую часть пришлось заложить еще при жизни барона. Осталось только поместье вокруг замка и деревня Нидерфорд. Но и на них висят долги. В моей голове уже формировался план. Первое — обеспечить базовую безопасность. Второе —
понять финансовое положение поместья. Третье. Найти способ заработать деньги и обрести независимость. Грета, а что насчет других дворян поблизости? Ближайший сосед барон Гросс. Его владения граничат с нашими на востоке. Он вдовец, ему за 60, и он... Дверь внезапно распахнулась, и на пороге появилась баронесса. Ее глаза метали молнии. «Грета, ты почему до сих пор здесь? Марта ждет тебя на кухне уже час!» Служанка испуганно присела в реверансе и поспешила к выходу. Баронесса подождала, пока за ней закроется дверь, и повернулась ко мне. «Надеюсь, ты довольна своей комнатой?» «Она компактная», — ответила я, удерживая вежливый тон. «Рада, что ты понимаешь наше положение. Видишь ли, милая падчерица, твой отец оставил нас в долгах, и я вынуждена принимать тяжелые решения». «Конечно, мачеха». Баронесса слегка нахмурилась, видимо, ожидая более эмоциональной реакции. «Твои платья и украшения принесут нам немного денег. Надеюсь, ты не возражаешь?» «Могу я хотя бы оставить пару платьев на смену?» – просила я. «Я уже отложила для тебя 2 рабочие робы и 1 воскресное платье. Больше не требуется», – отрезала она. «Рабочие робы?» «Разумеется. Ты ведь не думаешь, что будешь сидеть сложа руки? Замок нуждается в уходе, а слуг у нас мало. С завтрашнего дня ты будешь помогать по хозяйству». Я сдержала улыбку. «Идеально. Это даст мне возможность изучить замок и прилегающие территории». «Как скажете, мачеха». Хильдегарда подозрительно посмотрела на меня. «Ты слишком покладистая. Раньше ты бы устроила истерику». «Болезнь изменила меня», — ответила я. «Когда стоишь на пороге смерти, многое видится иначе». «Что ж, тем лучше. Ужин в 6. Не опаздывай». Когда она ушла, я подошла к окну и посмотрела на раскинувшуюся внизу долину. Река, поля, лес вдалеке. Где-то там должен быть город, о котором упоминала Гретта. Если там есть рынок, значит, есть и возможность для торговли. «Итак, баронесса хочет превратить меня в служанку?» – подумала я. «Пусть. Я использую это время, чтобы изучить все слабые места этого поместья. А потом мы посмотрим, кто здесь настоящая хозяйка». Следующие несколько дней я провела, работая как никогда в своей прошлой жизни. В 21 веке у меня была домработница, личный водитель и помощники для любых мелочей. Теперь же я мыла полы, чистила камин и полировала серебро, последнее оставшееся после распродажи мачехой, и помогала на кухне. Но я не жаловалась. Каждая задача давала мне возможность изучить еще один уголок замка, поговорить со слугами, узнать что-то новое о мире, в котором я оказалась. А по ночам, когда все засыпали, я тайком исследовала замок, запоминая расположение комнат, тайных проходов. Да, они действительно были. И кладовых. В одной из таких ночных вылазок я обнаружила библиотеку, пыльную, заброшенную, но с сотнями книг. Большинство из них были на языке, который я каким-то образом понимала. Видимо, знание местного языка перешло ко мне вместе с телом Мириам. Я нашла книги по истории королевства, травники, даже трактаты по управлению хозяйством. Это была настоящая золотая жила информации. В свободные часы я стала приходить сюда, изучая все, что могло пригодиться. Особенно меня интересовали законы наследования и права женщин в этом мире. Как оказалось, положение женщин здесь было похоже на средневековую Европу. Никаких прав на наследство без мужа или сына, никакой возможности вести дела самостоятельно. Единственное исключение – вдовы, которые могли управлять собственностью до повторного замужества или совершеннолетия наследника мужчины. Неудивительно, что баронесса так вцепилась в поместье, думала я. Она вдова, и теперь все принадлежит ей. А я лишь обуза. На 5-й день моей новой жизни в замок приехал Клаус, брат баронессы. Я как раз полировала серебряные канделябры в гостиной, когда услышала стук копыт во дворе. Через окно я увидела грузного мужчину средних лет, спешивающегося с коня. Его лицо, красное, дутоватое, не выражало ничего, кроме самодовольства. И я решила остаться в гостиной и дождаться его прихода.
Лучше знакомиться с врагом сразу, чем избегать его. Клаус вошел, громко топая сапогами по каменному полу. Увидев меня, он остановился, и на его лице появилась неприятная улыбка. «А вот и маленькая Мириам», — произнес он. «Моя сестра писала, что ты поправляешься. Рад видеть тебя в добром здравии». Его взгляд медленно скользил по моей фигуре, задерживаясь на груди и бедрах. Мне стоило немалых усилий не показать отвращения. «Господин Клаус», я сделала реверанс, как того требовали местные обычаи. «Добро пожаловать в замок». «Такая вежливая!» Он подошел ближе. «Раньше ты была колючая, как чертополох. Неужели болезнь так изменила тебя?» «Я многое переосмыслила», — ответила я. «Интересно». Клаус протянул руку и грубо схватил меня за подбородок. «А знаешь, ты похорошела. Еще год-два, и ты станешь настоящей красавицей». Я с трудом удержалась, чтобы не ударить его. В прошлой жизни я бы уже вызвала охрану и подала заявление о домогательстве. Но здесь и сейчас это могло только навредить мне. «Благодарю за комплимент, господин Клаус», — произнесла я, опуская глаза, чтобы скрыть ненависть. «Брат, ты приехал!» Баронесса появилась в дверях, и Клаус тут же отпустил меня. «Сестра!» Он расцеловал ее в обе щеки. «Как идут дела в нашем маленьком поместье?» «Мириам, ты еще не закончила здесь?» Холодно спросила баронесса, глядя на меня. «Иди помоги Марте на кухне. Мы ужинаем через час». Я вышла, но не направилась на кухню. Вместо этого я проскользнула в маленькую комнатку рядом с гостиной, соединенную с ней вентиляционным отверстием. Идеальное место для подслушивания. «Не все так просто», — говорила Хильдегарда. «Кредиторы требуют погашения долгов до конца года. Если не найдем денег, придется продать замок». «А девчонка?» Голос Клауса звучал приглушенно. «Может, стоит побыстрее выдать ее замуж? С ее происхождением и красотой можно получить неплохое приданное». Я уже думала об этом. Барон Гросс давно интересуется ею. «Гросс, этот старый развратник!» Клаус рассмеялся. «Да он ее в гроб загонит за пару лет. У него уже 3 жены померли при странных обстоятельствах. Зато он богат», — холодно ответила Хильдегарда, «и готов хорошо заплатить. Мы могли бы погасить часть долгов и выиграть время. А если она откажется? А как она может отказаться? Она несовершеннолетняя, а я ее опекун. Решаю я, а не она». На этом месте я перестала дышать. Они хотят продать меня, как вещь. «У нас всего 3 месяца, брат», — продолжала баронесса. «Если мы не найдем денег, кредиторы заберут замок. Эта девчонка наш единственный шанс. Гросс давно заглядывается на нее, а его состояние решит все наши проблемы. Ну и моя проблема тоже остается, сестрица. Городской совет ждет от меня 200 талеров налога. И если я не заплачу до осени, меня посадят в долговую яму». «Мы что-нибудь придумаем», — баронесса вздохнула. «Может быть, стоит проверить сокровищницу еще раз? Вдруг старый барон что-то припрятал?» «Сокровищницу? Хм!» Клаус хмыкнул. «Там уже давно пусто. Я и сам проверял, когда приезжал в прошлый раз». Я услышала, как скрипнуло кресло. Кто-то встал. «Пойдем, брат, я покажу тебе твою комнату. Тебе нужно отдохнуть с дороги». Голоса стали удаляться, и вскоре наступила тишина. Я осторожно выскользнула из своего убежища и направилась на кухню, обдумывая услышанное. Итак, у меня есть 3 месяца до того, как меня продадут старому извращенцу с сомнительной репутацией. За это время мне нужно либо найти способ сбежать, либо обрести финансовую независимость. Но как заработать деньги в этом мире, где женщина не имеет права даже распоряжаться собственным приданым? Тут я вспомнила свою прошлую жизнь. Разве я не начинала бизнес с нуля? Разве не преодолевала предрассудки и ограничения? Разве не смогла построить империю в 90-х среди бандитов и рэкета? Я смогу найти выход и здесь. Для начала нужно понять, что здесь ценится, думала я, нарезая овощи для ужина. Какие товары в дефиците?
какие услуги востребованы, где узкое место рынка. И я решила, что завтра же нужно попасть в город. И у меня даже появилась идея, как это сделать. «Баронесса, вы могли бы разрешить мне поехать на рынок?» – спросила я на следующее утро. Она подняла глаза от тарелки, в которых читалось подозрение. «Зачем?» «Я хотела бы помочь Марте с закупками. Она говорила, что ей тяжело таскать корзины, а Ганс занят на конюшне». Это была правда. Я специально разговорила старую кухарку вчера вечером, и она пожаловалась на боли в спине. «И когда это тебя стали заботить проблемы слуг?» – фыркнула баронесса. «Я же говорила, болезнь многое изменила». Я опустила глаза. «К тому же я могла бы заодно узнать цены на рынке. Может быть, Марта переплачивает торговцам?» Эта идея явно заинтересовала Хильдегарду. Она отложила вилку и внимательно посмотрела на меня. Ты действительно изменилась. Раньше тебя не интересовало ничего, кроме нарядов и книг». Я промолчала, поддерживая образ смиренной падчерицы. «Хорошо», — сказала она, — «можешь поехать с Мартой, но учти, никаких задержек, никаких разговоров с посторонними, особенно с молодыми людьми». «Конечно, баронесса. И вот еще что». Она достала из кармана платья маленький кошелек. «Здесь 5 серебряных монет. Этого должно хватить на неделю. Если потратишь больше или потеряешь хоть грош, вычту из твоего содержания». Я сдержала улыбку. Содержание было чисто номинальным. Баронесса не давала мне ни монеты, мотивируя это необходимостью экономии. Через час мы с Мартой уже трусили на старой телеге по дороге в город. Марта, полная женщина лет 50 с добрым лицом, всю дорогу рассказывала мне о городе, его жителях и своей молодости. Эхенталь – хороший город, фрейлин. Не такой большой, как столица, конечно, но и не деревня. У них есть даже своя гильдия ткачей и гильдия кузнецов. «А что производит в округе?» – спросила я. «В основном зерно и шерсть, фрейлин. Наши овцы славятся по всему королевству. А еще у нас делают хорошее пиво. Есть 3 пивоварни». Я мысленно составляла экономическую карту региона. Если здесь производят шерсть, но нет развитого ткацкого производства, то, возможно, сырье вывозят в другие города. Это означает, что есть потенциал для создания добавленной стоимости на месте. А что насчет торговли? Купцы из других городов часто бывают здесь? О да, особенно осенью, когда собран урожай. Приезжают даже из столицы. Марта вздохнула. Раньше и в замок приезжали торговцы с тканями и украшениями для покойной баронессы Элизабет. Она любила красивые вещи. «А что стало с ее вещами?» – осторожно спросила я. Барон Вильгельм все продал, когда начались финансовые трудности. Осталось только несколько платьев и шкатулка с безделушками. Он хранил их для вас. Но теперь...» «Баронесса Хильдегарда продала и это», — закончила я. Марта виновато кивнула. Скоро показались городские стены, невысокие, из серого камня. Над ними виднелись крыши домов и шпиль церкви. Мы въехали через восточные ворота, где стража лишь мельком взглянула на нас. Телега с продуктами из барского замка была привычным зрелищем. Городок оказался больше, чем я ожидала, около сотни домов, расположенных вдоль 3 главных улиц. Вокруг сновали горожане, крестьяне из окрестных деревень, бродячие торговцы. «Марта, я помогу тебе с покупками, но сначала хотел бы просто пройтись по рынку, изучить цены», — сказала я. «Конечно, только не уходите далеко, баронесса будет недовольна, если мы задержимся». Я кивнула и направилась в гущу рыночной толпы. Впервые с момента пробуждения в этом мире я чувствовала себя по-настоящему живой. Шум, запахи, краски рынка напоминали мне бизнес-поездки в Турцию и Марокко. Я медленно ходила между рядами, запоминая цены на основные товары. Особенно меня интересовали ткани и предметы роскоши. На них всегда самая высокая маржа. В одном из рядов я увидела молодого человека, демонстрирующего странную механическую игрушку. Маленькую птичку, которая при заводе ключом начинала петь и хлопать крыльями. Вокруг него собралась толпа зевак, но никто не покупал, видимо, цена кусалась. «15 серебряных!» — кричал парень. «Всего 15 серебряных
За чудо инженерной мысли. Я подошла ближе, заинтригованная. Механизм был действительно впечатляющим, особенно для этого уровня технического развития. «Сколько времени у вас уходит на изготовление одной такой игрушки?» — спросила я, когда толпа начала редеть. Молодой человек, на вид ему было около 25, удивленно посмотрел на меня. «Примерно неделя. А что? И сколько вы продаете в месяц?» «Обычно 2-3 штуки», — он пожал плечами. «Не каждый может позволить себе такую роскошь. А если бы цена была ниже, скажем, 10 серебряных?» «Тогда бы я работал себе в убыток», — рассмеялся он. «Механизмы сложные, детали дорогие». И я посмотрела на игрушку более внимательно. Идея начала формироваться в моей голове. А что, если делать более простые игрушки? Меньшим количеством деталей, но такие же привлекательные. «Зачем?» — удивился мастер. «Чтобы продавать больше. 5 игрушек по 10 серебряных принесут больше прибыли, чем 2 по 15». Молодой человек задумался. «Я не думал об этом. Но кто будет покупать игрушки за 10 серебряных? Это все равно дорого для большинства». «А если продавать в столице?» — предложила я. «Или богатым купцам, которые хотят привезти необычный подарок детям?» «Фрейлин, вы разбираетесь в торговле?» — с интересом спросил мастер. «Немного», — скромно ответила я. «Кстати, меня зовут Мириам фон Штейнберг». «Томас Шмидт к вашим услугам». Он слегка поклонился. «Вы дочь барона фон Штейнберга?» «Была ею». Я вздохнула. «Мой отец недавно скончался». «О, примите мои соболезнования», — сказал Томас. «Я слышал об этом и о финансовых проблемах вашей семьи. Новости быстро распространяются. В маленьком городе всегда так». Он улыбнулся. «Знаете, фрейлин Мириам, ваши идеи интересны. Я давно думал о расширении дела, но не знал, с какой стороны подойти». «Возможно, мы могли бы обсудить это подробнее», — предложила я. «У меня есть несколько идей». «Фрейлин Мириам!» — раздался голос Марты. «Нам пора возвращаться!» Я обернулась и увидела кухарку, нагруженную корзинами. «Мне нужно идти», — сказала я Томасу. «Но я бы хотела продолжить наш разговор». «Я бываю на рынке каждую среду», — ответил он. «Буду рад видеть вас снова». Я поспешила к Марте, помогла ей уложить покупки на телегу, и мы отправились обратно. По дороге я была необычайно молчалива, погруженная в свои мысли. В моей голове складывался план. Механические игрушки, безусловно, интересный товар, но не то, что нужно мне сейчас. Однако Томас умелый мастер с предпринимательской жилкой. Он мог стать полезным союзником. Что мне нужно, так это товар с высокой маржой, который я могла бы производить минимальными вложениями и продавать без привлечения внимания баронессы. Что-то, что не требует сложного оборудования или большого пространства. И тут меня осенило. Кружева. В прошлой жизни я занималась модой и знала, что кружева всегда в цене, особенно изысканные и необычные. А для их производства нужны лишь иголки, нитки и умелые руки. «Я умею рисовать эскизы», — подумала я. «А в деревне наверняка найдутся женщины, умеющие плести кружева. Если создать уникальные узоры, которых нет у конкурентов, можно занять нишу на рынке предметов роскоши». Когда мы вернулись в замок, я помогла Марте разгрузить покупки и поспешила в свою комнату. Достав лист бумаги, который я стащила из библиотеки, я начала рисовать эскизы кружевных узоров. Современные, геометрические, таких, какие в этом мире еще не видели. План начал обретать форму. Теперь мне нужно было найти в деревне мастерицу и убедить их работать со мной. А для этого требовались деньги на первую закупку материала. Я задумчиво посмотрела на свой эскиз. Где взять стартовый капитал? Может быть, что-то продать? Помнив разговор с Мартой, я решила проверить, не осталось ли в замке чего-нибудь ценного, что баронесса могла пропустить. Возможно, стоит поискать ту самую шкатулку с безделушками моей настоящей матери. Поиски материнской шкатулки заняли 3 дня. И я обследовала чердаки, подвалы, заброшенные комнаты безрезультатно. Баронесса Хильдегард явно была тщательна в своей инвентаризации замка. Но на 4-й день мне повезло. Разбирая старый гардероб в одной из пустующих комнат,
Я обнаружила потайное отделение в нижнем ящике. Там и лежала небольшая деревянная шкатулка, инкрустированная перламутром. Руки дрожали, когда я открывала ее. Внутри оказалось всего несколько предметов. Тонкий серебряный браслет с затейливым узором, маленький медальон с портретом красивой молодой женщины, видимо, моей матери в этом мире, пара изящных гребней для волос и тонкая книжечка в кожаном переплете. Дневник. Я бережно открыла его. Записи были сделаны аккуратным почерком. Последняя датировалась за пару недель до рождения Мириам. «Мой дорогой будущий ребенок», — начиналась последняя запись. «Я чувствую, что наша встреча будет короткой. Врач говорит, что я слишком слаба для родов, но я не боюсь смерти. Боюсь лишь, что не смогу защитить тебя от этого мира, такого прекрасного и такого жестокого. Пусть эти вещи, которые я оставляю, напоминают тебе обо мне, особенно браслет. Он принадлежал моей матери и ее матери до нее. Говорят, в нашем роду женщины всегда были особенными. Видели больше, чувствовали глубже. Носи его с гордостью, дитя мое. И помни, ты никогда не одинока». Я закрыла дневник, чувствуя, как к горлу подступает ком. Эта женщина, которую я никогда не знала, оставила послание для дочери, которой мне довелось стать. Браслет. Я взяла его в руки, разглядывая узор. Он выглядел старинным, но хорошо сохранившимся. Такая вещь могла стоить немало, особенно если продать ее правильному покупателю. Но я не могла заставить себя расстаться с ним. Это было единственное, что осталось от матери Мириам, последний подарок, который она так бережно сохранила для дочери. Найду другой способ получить стартовый капитал, решила я, надевая браслет на запястье и пряча его под рукавом платья. Остальные вещи я тоже решила оставить, но хранить их нужно было в более надежном месте. Осмотревшись в своей комнатушке под крышей, я обнаружила, что одна из половиц немного короче остальных и легко поднимается. Идеальный тайник. На следующий день была среда, рыночный день. Я снова напросилась помочь Марте с покупками. И баронесса, довольная моим предыдущим отчетом о ценах, благодаря которому удалось сэкономить несколько монет, снова дала разрешение. На рынке я первым делом нашла Томаса. Он обрадовался, увидев меня. «Фрейлин Мириам, я думал о ваших словах всю неделю и даже сделал несколько эскизов более простых игрушек». Он протянул мне листок с рисунками. Идеи были неплохие, но требовали доработки. «Это хорошее начало», — сказала я, «но я хотела поговорить о другом. Вы знаете в городе или деревнях женщин, которые хорошо плетут кружева?» «Кружева?» — удивился Томас. «Конечно. В Нидерфорде есть несколько искусных мастериц. А что?» «У меня есть идея бизнеса», — я понизила голос. «Но мне нужен партнер, которому я могу доверять. Кто-то, кто поможет с организацией, продажами». Томас заинтересованно наклонился ко мне. «Я слушаю, фрейлин». Я рассказала ему свой план. Создать уникальные кружева по моим эскизам, используя труд деревенских женщин, а затем продавать их состоятельным горожанкам и приезжим купцам. «Кружева всегда в цене, особенно необычные и качественные», — объяснила я. «А я могу придумать такие узоры, каких здесь никто не видел». «Звучит интересно», — задумчиво сказал Томас. «Но для начала нужны деньги на материалы, на оплату работы мастериц». «Вот здесь и нужна ваша помощь. У меня есть эскизы, но нет капитала. Если вы вложите начальные средства, мы разделим прибыль поровну». «Поровну?» — Томас прищурился. «Почему я должен вам доверять? При всем уважении мы едва знакомы». «Потому что у меня нет другого выхода», — честно ответила я. «Мачеха планирует выдать меня замуж за старого барона Гросса через 3 месяца. Мне нужно к этому времени иметь достаточно средств, чтобы обрести независимость». «За Гросса!» — Томас поморщился. «Это безумие. У него ужасная репутация». «Вот именно. Поэтому я и предлагаю вам сделку. Рискните небольшой суммой сейчас, и через месяц вы получите ее обратно с процентами». Томас долго смотрел на меня, затем кивнул. «Хорошо, я вложу 10 серебряных монет. Но как вы собираетесь все организовать? Ваша мачеха наверняка следит за каждым вашим шагом». «Оставьте это мне», — уверенно сказала я.
Вы знаете женщин в Нидерфорде? Можете свести меня с ними. Моя тетка живет там, она сама неплохо плетет кружева. Я могу отвезти вас к ней в воскресенье, если хотите». Воскресенье. Я задумалась. В этот день баронесса ездит в церковь в город и обычно остается на обед у пастора. Я могла бы сказаться больной и остаться в замке. «Тогда решено», — Томас протянул руку. «Я приеду к задней калитке замка в полдень». Я пожала его руку, чувствуя странное волнение. Наконец-то что-то начало происходить. «Кстати», — добавил Томас, «если вам нужны образцы кружев или нитки для первых эскизов, я могу привезти немного в воскресенье». Это было бы замечательно. Мы договорились о деталях встречи, и я поспешила к Марте, которая уже заканчивала свои покупки. Всю обратную дорогу до замка я мысленно набрасывала эскизы кружевных узоров. В моей прошлой жизни я не была дизайнером, но имела хороший вкус и понимание тенденций. К тому же я могла привнести в этот мир элементы современного дизайна, которые здесь будут выглядеть революционно. В замке меня ждал неприятный сюрприз. В главном зале сидели баронесса Хильдегард и грузный пожилой мужчина в богатом, но безвкусном камзоле. «А, вот и моя дорогая падчерица!» неестественно ласково воскликнула баронесса. «Барон Гросс специально приехал, чтобы справиться о твоем здоровье». Я присела в реверансе, изучая гостя. Барону Гроссу было около 60, но выглядел он на все 70. Обрюзшее лицо с маленькими поросячьими глазками, редкие волосы, зачесанные так, чтобы скрыть лысину, и огромный двойной подбородок. Одет он был богато, но безвкусно, слишком много золотых украшений и кружев. «Рад видеть, что слухи о вашей красоте не преувеличены, фрейлин Мириам», прохрипел он, пожирая меня глазами. «Даже в этом простом платье вы сияете, как жемчужина». «Благодарю за комплимент, барон», я заставила себя улыбнуться. «Прошу прощения за мой вид, я только что с рынка». «С рынка?» Барон удивленно поднял брови. «Баронесса, вы заставляете эту прелестную девушку ходить на рынок, как простолюдинку?» «Мириам сама настояла», — быстро ответила Хильдегарда. «После болезни ей нужен свежий воздух и движение». «Ах, молодость, молодость!» Барон покачал головой. «Когда я был молод, я тоже любил приключения. Но теперь предпочитаю комфорт своего замка. Вам бы понравился мой замок, фрейлин Мириам. Он гораздо больше и роскошнее этого». «Не сомневаюсь, барон», — ответила я, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Барон Гросс любезно пригласил нас на ужин в субботу», — сказала баронесса. «Будут и другие гости. Прекрасная возможность для тебя выйти в свет, дорогая». Я поняла, что попала в ловушку. Если отказаться, вызову подозрения. Если согласиться, дам барону повод думать, что заинтересована. «Буду рада, если к тому времени окончательно поправлюсь», — уклончиво ответила я. «Доктор говорил, что мне все еще нужно беречься». «Глупости», — отрезала баронесса. «Ты прекрасно себя чувствуешь. И новое платье для тебя уже готово. Я заказала его в городе». «Так вот куда идут деньги от продажи моих вещей», — подумала я. «Баронесса готовила меня к продаже, как скотину на ярмарке». «В таком случае буду рада принять ваше приглашение, барон Гросс», — сказала я, решив не обострять ситуацию раньше времени. «Превосходно!» — барон потер руки. «Я пришел к карету за вами в субботу вечером». После его ухода баронесса отвела меня в сторону. «Не вздумай портить отношения с бароном своими капризами. Это твой единственный шанс на достойное будущее». «Вы уже договорились о свадьбе?» — прямо спросила я. «Еще нет, но он проявляет серьезный интерес. Если все пойдет хорошо, к осени ты станешь баронессой Гросс. А что получите вы?» Я решила играть ва-банк. «Что? Барон Гросс явно предложил вам что-то взамен. Что именно?» Баронесса побледнела от гнева. «Как ты смеешь?» «Я не глупа, мачеха», — спокойно ответила я. «И я понимаю, что происходит. Вы продаете меня, чтобы покрыть долги». К моему удивлению, Хильдегарда не стала отрицать. «Таков мир, Мириам. Женщины — разменная монета. Я сама вышла за твоего отца, чтобы выжить.
Теперь твоя очередь. А если я откажусь? Тогда ты окажешься на улице без гроша, жестко ответила баронесса. Как твоя опекунша, я имею полное право распоряжаться твоей судьбой. Подумай об этом, прежде чем строить глупые планы. С этими словами она удалилась, оставив меня в коридоре. Я стояла, сжимая кулаки. Теперь у меня было всего 10 дней до ужина у барона Гросса. И, судя по всему, именно там баронесса планировала окончательно договориться о моем будущем. Нужно ускорить реализацию плана, подумала я, направляясь в свою комнату. Воскресная встреча с кружевницами становилась критически важной. В комнате я достала из-под половицы дневник матери Мириам и начала перечитывать его, надеясь найти какую-нибудь подсказку, что-то, что могло бы помочь мне в этой ситуации. И я нашла. В одной из записей упоминалась тайная комната в Северной башне, где предки хранили свои секреты. Северная башня. Именно там находилась моя комната. Я начала тщательно осматривать стены, простукивать половицы, искать любые признаки тайного хода или комнаты. И спустя час поисков обнаружила, что одна из каменных плит на стене слегка отличается от других. Надавив на нее, я услышала тихий щелчок, и часть стены повернулась, открывая узкий проход. «Что ж», — подумала я, — «похоже, у меня появилось тайное убежище и, возможно, неожиданный козырь в рукаве». Тайная комната оказалась небольшой, примерно 3 на 3 метра, с низким потолком и единственным крошечным окном, больше похожим на бойницу. Но она была сухой и чистой, словно кто-то регулярно ухаживал за ней до недавнего времени. В комнате стоял старый стол, стул, небольшой сундук и полка с книгами. Я с жадностью осмотрела книги. Большинство оказались рукописными сборниками рецептов, хозяйственных советов и заклинаний. Это было странно, учитывая, что в этом мире, насколько я успела понять, магия считалась либо вымыслом, либо ересью. В сундуке я нашла несколько мешочков с травами, листьями и корешками. Там же лежало несколько свечей, огнива и... Я не поверила своим глазам. На дне сундука лежал небольшой мешочек, а в нем 10 золотых монет. В этом мире золотая монета равнялась 20 серебряным. Целое состояние по местным меркам. Вот я как профинансирую свой бизнес, подумала я. Спасибо, фрау Элизабет. Я решила никому не рассказывать о тайной комнате, даже Томасу. Это было мое убежище, мое тайное преимущество. Здесь я могла работать над эскизами, хранить деньги и, возможно, даже проводить тайные встречи. Воскресенье наступило как нельзя вовремя. Баронесса Хильдегард, как я и предполагала, отправилась в город на службу. Я сказалась нездоровой, сославшись на головную боль, и осталась в замке под присмотром Гретты. «Гретта, я прилягу на несколько часов», — сказала я после отъезда баронессы. «Пожалуйста, не беспокой меня до обеда». «Конечно, фрейлин, отдыхайте», — заботливо ответила старая служанка. Как только она ушла, я быстро переоделась в самое простое из моих платьев, накинула плащ с капюшоном и спустилась по боковой лестнице. Через кухню я вышла во двор и, убедившись, что никто не видит, проскользнула к задней калитке. Томас ждал меня, как и обещал. Он сидел на небольшой повозке, запряженной пони. «Вы пришли!» — обрадовался он. «Я уже начал беспокоиться!» Пришлось подождать, пока Грета уйдет на кухню. «У нас есть 2-3 часа, не больше», — сказала я. «Этого хватит». Томас взмахнул поводьями, и пони тронулись. Деревня Нидердорф находилась всего в получасе езды от замка. Маленькое поселение из 2 десятков домов, расположенное в живописной долине. Мы остановились у аккуратного дома на окраине. «Моя тетка, фрау Берта», — пояснил Томас, помогая мне спуститься, «она собрала несколько женщин, которые заинтересовались вашим предложением. В доме нас ждали 5 женщин разного возраста, от молодой девушки лет 16 до пожилой матроны. Они с любопытством разглядывали меня, явно удивленные визитом благородной фрейлин из замка. «Добрый день», — улыбнулась я им.
Благодарю, что согласились встретиться со мной. Томас сказал, у вас есть деловое предложение, сказала фрау Берта. Да, и очень выгодное. Я достала из сумки свои эскизы. Я хочу организовать производство кружев по этим рисункам. Женщины столпились вокруг стола, разглядывая мои эскизы. На их лицах читалось удивление и восхищение. «Никогда не видела таких узоров», — сказала одна из них. «Они необычные». «Но очень красивые», — добавила молодая девушка. «Я могла бы попробовать сплести такое». «В этом и суть», — я обвела взглядом собравшихся. «Я предлагаю вам работу. Вы будете плести кружева по моим эскизам, а я буду продавать их в городе или даже в столице. Платить буду за каждое готовое изделие. Цена зависит от сложности». «А материалы?» – просила фрау Берта. «Я предоставлю все необходимое», – ответила я. «Все, что от вас требуется, ваше мастерство и время». «И сколько вы будете платить?» – поинтересовалась пожилая женщина. Я назвала сумму. За каждый вид кружева своя цена, в зависимости от сложности и времени выполнения. Женщины переглянулись, предложение было выгодным. Почти вдвое больше, чем они обычно получали, продавая свои изделия на рынке. «Но есть одно условие», — добавила я. «Никто не должен знать, что вы работаете на меня, особенно в замке. Если баронесса узнает...» «Мы понимаем, фрейлин», — кивнула фрау Берта. «В деревне все знают о вашей ситуации. Слухи ходят, что баронесса хочет выдать вас за старого Гросса», — тихо сказала она. «Мерзавец и садист», — проворчала пожилая женщина. «Прошу прощения за грубость, но его две первые жены умерли при странных обстоятельствах». «Я знаю», — мрачно ответила я. «Именно поэтому мне нужно заработать достаточно денег, чтобы обрести независимость до того, как меня выдадут замуж». Женщины снова переглянулись, и я увидела в их глазах понимание и сочувствие. «Мы поможем вам, фрейлин», — твердо сказала фрау Берта. «Не только ради денег. Ни одна женщина не заслуживает такой судьбы». Я достала из кармана платья мешочек с монетами. 2 золотые из моего тайника, размененные в городе на 20 серебряных. Вот задаток за материалы и первую оплату. Томас привезет вам нитки и все необходимое завтра. Через неделю я жду первые образцы. Мы обсудили детали. Как передавать готовые изделия, как получать оплату. Томас согласился быть посредником, используя свои регулярные поездки в город и деревню как прикрытие. «А что насчет продажи, фрейлин?» – спросил он, когда уже мы собирались уезжать. «У вас есть план?» «Есть», – кивнула я. «Для начала мы предложим образцы лучшим магазинам тканей и галантереи в Эйхентале. Но главная цель – столица. Там настоящие деньги и возможности». «До столицы 3 дня пути», – нахмурился Томас. «Как вы планируете добраться туда?» «Пока не знаю», – честно ответила я. «Но что-нибудь придумаю. Главное сейчас наладить производство». По дороге обратно в замок я рассказала Томасу о предстоящем ужине у барона Гросса. Баронесса явно планирует, что будет сделано официальное предложение. Мне нужно как-то избежать этого. «Может быть, притвориться больной?» – предложил Томас. «Не получится. После того, как я уже отказалась ехать в церковь из-за болезни, второй раз такое не сработает». «А если...» – Томас замялся. «Если барон вдруг узнает что-то, что заставит его передумать?» Я с интересом посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, например, что у вас уже есть поклонник. Это могло бы охладить его пыл. Или наоборот, только разжечь желание получить меня назло сопернику». Я покачала головой. К тому же баронесса точно не поддержит такую историю. Тогда, может быть, что-то компрометирующее, слух о болезни или о магии. При слове «магия» я вздрогнула, вспомнив книги из потайной комнаты. Магия? В этом мире к ней относятся серьезно? Очень серьезно, мрачно ответил Томас. Церковники считают ее делом дьявола, особенно женскую магию. Если бы про вас пошли такие слухи... Хотя нет, это опасно, он тряхнул головой. Забудьте, что я сказал, не стоит играть такими вещами. Значит, выход один. Превзойти предложение барона Гросса.
задумчиво произнесла я. Мне нужно заработать столько, чтобы откупиться от баронессы. За 3 месяца? Томас покачал головой. Даже если наши кружева будут продаваться отлично, это невозможно. Для обычного бизнеса да, но я не планирую обычный бизнес. Я загадочно улыбнулась. У меня есть несколько идей, которые могут сработать быстрее. Когда мы добрались до задней калитки замка, Томас протянул мне небольшой сверток. Вот образцы ниток и коклюшки, которые я обещал. Если понадобится что-то еще... Спасибо, Томас. Я спрятала сверток под плащом. Вы настоящий друг. Он смутился. Я просто верю в ваш план, фрейлин Мириам, и не хочу, чтобы вас выдали замуж против воли. Я поспешила в замок, чувствуя странное волнение. Впервые за долгое время у меня появилась надежда. Как Елена, я привыкла побеждать в бизнесе. И пусть условия изменились, мой деловой инстинкт остался при мне. Вернувшись в свою комнату, я через тайный ход проникла в секретную комнату и начала работать над детальными эскизами первой партии кружев. Модные в моей прошлой жизни геометрические узоры, стилизованные цветы – все это должно было выглядеть революционно в этом мире, привыкшим к традиционным орнаментам. Следующая неделя пролетела в напряженном ожидании. В субботу состоялся ужин у барона Гросса, который оказался именно таким кошмаром, как я и предполагала. Старик не скрывал своих намерений, постоянно делая мне двухсмысленные комплименты и случайно касаясь меня при каждом удобном случае. Баронесса сияла, видя его интерес, и всячески способствовала нашему общению. К счастью, я смогла избежать конкретных договоренностей, искусно переведя разговор на нейтральные темы и ссылаясь на траур по отцу. Но было очевидно, что это лишь временная отсрочка. Через 10 дней Томас передал мне первые готовые образцы кружев. Они превзошли все мои ожидания. Женщины из деревни оказались настоящими мастерицами, способными воплотить в жизнь даже самые сложные узоры. «Это потрясающе!» — восхищался Томас. «Никогда не видел ничего подобного». «Теперь нужно найти покупателей», — сказала я. «У вас есть знакомые среди торговцев тканями в городе?» «Есть один, Герр Мюллер. Он держит лучшую лавку ткани и галантереи, но он известен своей прижимистостью». «Это не проблема», — я улыбнулась. «Я умею договариваться с жадными торговцами». И действительно, через 2 дня, напросившись в город с Мартой, я посетила лавку Гера Мюллера, сухощавого мужчины с цепким взглядом опытного торговца. «Чем могу служить, фрейлин?» – спросил он, когда я вошла в лавку. «У меня есть товар, который может вас заинтересовать». Я достала из сумки аккуратно завернутые в шелк образцы кружев. «Посмотрите, пожалуйста». Герр Мюллер развернул ткань, и его брови поползли вверх от удивления. «Это необычно. Я никогда не видел таких узоров». «Потому что это эксклюзив и единственные в своем роде кружева, созданные по особым эскизам. Они, безусловно, красивы, но слишком авангардны для наших мест», осторожно сказал торговец. «Не уверен, что найдутся покупатели». «В этом и преимущество», я улыбнулась. «Представьте, как выделится супруга бургомистра, если только у нее будет такой воротник. А жена главы гильдии купцов, разве они не соперничают в нарядах?» Глаза Гера Мюллера блеснули. Он явно представил себе эту картину. «Возможно, вы правы, но я не могу рисковать большой суммой». «Я предлагаю вам взять товар на реализацию», — сказала я. «Вы ничем не рискуете. Если через 2 недели кружева не будут проданы, я заберу их обратно». «А ваша выгода?» 60% от продажной цены. Мне, 40 вам. 30 мне». Торговец покачал головой. 50/50, твердо сказала я. «И это мое последнее предложение». Герр Мюллер помолчал, затем кивнул. «Договорились. Но кто вы? Как я могу связаться с вами?» «Мое имя вам знать не обязательно», — ответила я. «Томас Шмидт, мастер игрушек, будет нашим посредником. Через него вы сможете заказать больше товара или вернуть нереализованный».
Торговец прищурился. Вы не похожи на простолюдинку, фрейлин. Ваша речь, манеры. У каждого свои секреты, Герр Мюллер. Я улыбнулась. Назовем это частным предприятием. Я покинула лавку, чувствуя себя так, словно вернулась в свою стихию. Сделка, торг. Как же мне этого не хватало. Через 5 дней Томас принес мне потрясающую новость. Все кружева были проданы за 3 дня. И Герр Мюллер попросил еще, как можно скорее. Более того, жена бургомистра интересовалась, можно ли заказать целый комплект по индивидуальному дизайну. «Вы сделали это, фрейлин Мириам!» – торжественно говорил Томас. «Ваш план работает!» Я улыбалась, пересчитывая серебряные монеты. Наша первая прибыль. Не такая большая, как хотелось бы, но начало было положено. «Это только начало, Томас», – сказал я. «Теперь нам нужно расширяться, привлечь больше мастериц, закупить больше материалов и, главное, выйти на рынок столицы». «Ну как?» – спросил он. «Ни у вас, ни у меня нет возможности поехать туда». «Возможно, есть другой путь», – задумчиво сказала я. «Скоро в город приедет ярмарка, верно? Там будут торговцы из разных городов, в том числе и из столицы. Да, через 2 недели. Летняя ярмарка – самое большое событие. Тогда у нас есть 2 недели, чтобы подготовить презентацию наших кружев для столичных торговцев», – решительно сказала я. «И я знаю, как это сделать». Следующие 2 недели я работала как никогда в жизни. Днем выполняла обязанности в замке, стараясь не вызвать подозрений баронессы, а ночами, запершись в тайной комнате, рисовала эскизы, придумывала новые узоры. Томас занимался организационными вопросами, доставлял материалы мастерицам, забирал готовые изделия. Наше маленькое предприятие постепенно же расширялось. К первым 5 мастерицам присоединились еще 7 женщин. Для ярмарки мы подготовили особую коллекцию. Не просто отдельные кружева, а комплекты. Воротники, манжеты, отделка для платьев. Все в одном стиле. Я называла про себя это капсульной коллекцией, хотя этот термин в данном мире никто не понимал. «Ну как мы представим товар на ярмарке?» – беспокоился Томас. «Нам нужен стенд, продавцы». «У меня другой план», – ответила я. «Мы не будем торговать на ярмарке напрямую. Вместо этого устроим закрытый показ для избранных покупателей». «Показ?» «Да, как модный салон. Я уже договорилась с хозяйкой гостиницы «Золотой олень». Она выделит нам комнату на верхнем этаже. Мы пригласим туда только серьезных торговцев, особенно из столицы». «И кто будет демонстрировать товар?» – спросил Томас. «Я?» – просто ответила я. «Вы?» – он был шокирован. «Но если баронесса узнает...» «Она не узнает. Я буду в маске», – улыбнулась я. «Таинственная мадам М. предоставляет эксклюзивные кружева». Звучит интригующе, не правда ли? К моему удивлению, Томас не стал возражать. Более того, идея с маской и таинственной личностью ему понравилась. «Это может сработать», – задумчиво сказал он. «Маска добавит экзотики и станет частью легенды». «Именно!» – я была рада, что он понял мою задумку. «Нам нужно создать не просто товар, а легенду вокруг него. Это повысит ценность и привлечет внимание». Настал день ярмарки. Баронесса Хильдегарда, как я и предполагала, отправилась в город с утра. Такое событие она не могла пропустить. Я снова осталась в замке, сославшись на недомогание. Как только карета баронессы скрылась за поворотом, я достала из тайника заранее приготовленный наряд, простое, но элегантное платье, которое я тайно переделала из одного из своих старых нарядов, и маску, сделанную из кусочка шелка и украшенную кружевами нашего производства. Томас ждал меня у задней калитки. На этот раз в повозке лежали аккуратно упакованные коробки с нашими изделиями. «Волнуетесь?» – спросил он. «Честно, ни капли», – я улыбнулась. В моей прошлой жизни я часто проводила презентации и деловые встречи. Это моя стихия. Томас странно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я уже не раз замечала, что иногда я проговариваюсь о своей прошлой жизни, но пока он не задавал вопросов. Город был полон людей. На центральной площади и прилегающих улицах
расположились торговые ряды, где продавали все. От продуктов и тканей до экзотических товаров из дальних стран. Мы незаметно проскользнули к задней двери гостиницы «Золотой олень», где нас уже ждала хозяйка. За определенную сумму она не только предоставила комнату, но и пообещала держать все в секрете. «Все готово, госпожа». Она провела нас в небольшой уютный зал на верхнем этаже. «Первые гости прибудут через час, как вы и просили». «Отлично». Я оглядела помещение. «Томас, давай расставим товары». Мы разложили кружева на столах, покрытых темной тканью, чтобы белоснежные узоры выделялись сильнее. Я распределила изделия по категориям, сделала карточки с описаниями. К каждому комплекту прилагался эскиз, показывающий, как он будет выглядеть на готовом платье или костюме. Когда все было готово, я надела маску и проверила свое отражение в небольшом зеркале. Мадам М была готова к выходу. Первым гостем стал Гер Мюллер, который уже сотрудничал с нами и теперь привел с собой 3 других торговцев из соседних городов. Они с интересом рассматривали нашу коллекцию, и я рассказывала о каждом изделии, его уникальности и возможностях использования. Торговцы были впечатлены, особенно когда я показала, как можно комбинировать разные элементы, создавая уникальные комплекты. «Но цены», — начал один из них, «соответствуют качеству и эксклюзивности», твердо ответила я. «Это не массовый товар, господа. Это предметы роскоши для избранных клиентов». К моей радости все 4 сделали заказы, причем объем превысил наши ожидания почти вдвое. Вторая группа гостей состояла из 3 женщин, супруги бургомистра и 2 ее подруг из соседних городов. Они пришли по специальному приглашению Гера Мюллера, который уже знал о вкусах и платежеспособности этих дам. «О, это божественно!» — восклицала супруга бургомистра, примеряя кружевной воротник. «Эмма из Ротенбурга умрет от зависти, когда увидит меня в этом на осеннем балу». Дамы скупили почти все готовые изделия из верхней ценовой категории и заказали еще несколько комплектов по индивидуальным меркам. Но самым важным гостем дня стал господин Фельдман, столичный торговец предметами роскоши, который поставлял товары даже для королевского двора. Высокий элегантный мужчина с тонкими усиками, он держался с аристократической сдержанностью. «Мне рассказывали о ваших необычных кружевах, мадам М», — сказал он. «Должен признать, слухи не преувеличены». «Благодарю вас, господин Фельдман. Для нас большая честь, что такой известный ценитель прекрасного заинтересовался нашей скромной работой». «Скромной?» — он усмехнулся. «Не скромничайте, мадам. Эти узоры, они напоминают мне работы мастеров с Востока, но с европейской утонченностью. Весьма необычное сочетание». Я скрыла улыбку под маской. Конечно, мои эскизы были вдохновлены современными дизайнерами из моего прошлого мира. Армани, Шанель, Диор, но с поправкой на технические возможности этого времени. «Я бы хотел сделать большой заказ для моего магазина в столице», продолжил Фельдман. «И если качество всех изделий будет соответствовать этим образцам, мы могли бы обсудить постоянное сотрудничество». У меня перехватило дыхание. Это был наш шанс выйти на столичный рынок. «Мы были бы рады такому сотрудничеству», — ответила я, «но должна предупредить, что наши производственные возможности пока ограничены. Мы не можем делать очень большие партии за короткий срок». «Это даже хорошо», — неожиданно сказал Фельдман. «Эксклюзивность повышает ценность. Мои клиенты готовы платить больше, зная, что приобретают редкость». Мы обсудили детали заказа, сроки и условия оплаты. Фельдман оказался жестким, но справедливым переговорщиком. В конце встречи он передал Томасу, который выступал как наш официальный представитель, задаток — 20 золотых монет. «Это на материалы и предоплату мастерицам», — пояснил он. «Остальное получите при доставке готового заказа». Когда Фельдман ушел, мы с Томасом переглянулись, не веря своему счастью. 20 золотых», — прошептал он.
Это целое состояние. И это только начало, ответила я. Теперь нам нужно выполнить все заказы в срок и с безупречным качеством. Репутация – самое ценное, что у нас есть. Ближе к вечеру, когда все встречи закончились, мы подвели итоги дня. Общая сумма заказов превысила 50 золотых. Гораздо больше, чем я рассчитывала. Такими темпами мы сможем расширить производство, рассуждала я. Нужно привлечь еще мастериц, возможно, даже из города. А как быть с баронессой, спросил Томас, если она узнает о ваших делах? Пока нам удается сохранять все в тайне. К тому же у меня есть план. Если дела пойдут так же хорошо, через месяц-другой я смогу откупиться от нее. Откупиться? Предложить ей деньги в обмен на свободу, объяснила я. В конце концов, ей нужны деньги, а не я сама. Если сумма будет достаточно большой. Томас покачал головой. Не уверен, что это сработает. Барон Гросс готов заплатить за вас очень много. И дело не только в деньгах. Он хочет именно вас. Я вздрогнула, вспомнив жадный взгляд старого барона. В любом случае у нас появились средства и возможности. А это значит, что у нас есть шанс. Мы покинули гостиницу через черный ход и отправились обратно в замок. По дороге я не могла сдержать улыбку. День превзошел все ожидания. Впервые с момента пробуждения в этом мире я чувствовала, что судьба начинает поворачиваться в мою сторону. Но жизнь всегда готова преподнести сюрпризы, и не всегда приятные. У задней калитки замка нас ждал Ганс, старый конюх. «Фрейлин Мириам, слава богу, вы вернулись. Баронесса в ярости, она ищет вас с обеда». Мы с Томасом переглянулись. Неужели нас раскрыли? «Что случилось, Ганс?» – спросила я. «Барон Гросс приезжал в замок, хотел сделать вам сюрприз, а вас нет. Баронесса сначала сказала, что вы больны и спите, но барон настоял на том, чтобы увидеть вас. Конечно, вас не нашли». «О, нет!» – я побледнела. «Что теперь?» «Баронесса в столовой ждет вас», – Ганс покачал головой. «Берегитесь, фролин, я никогда не видел ее такой злой». Я повернулась к Томасу. «Вам лучше уехать, если баронесса узнает, что вы помогали мне». «Я не могу оставить вас в такой момент», — возразил он. «Должны», — твердо сказала я. «Наши мастерицы, заказы, деньги, все, что есть, это у вас. Если нас обоих поймают, все пропало. Уезжайте, я справлюсь». Томас неохотно кивнул. «Будьте осторожны и дайте знать, если понадобится помощь». Я смотрела, как он уезжает, затем глубоко вздохнула и направилась к главному входу. Время встретиться с разъяренной баронессой. В столовой было темно, горели только 2 свечи. Баронесса Хильдегард сидела во главе стола, ее лицо было похоже на каменную маску. «Добрый вечер, мачеха», — спокойно сказала я. «Где ты была?» Ее голос был тих, но полон ярости. «Гуляла в лесу», — не моргнув глазом, солгала я. «Мне не здоровилось утром, но потом стало лучше, и я решила прогуляться». «Лжешь!» — баронесса стукнула кулаком по столу. «Тебя искали в лесу и на всех дорогах вокруг замка. Где ты была на самом деле?» Я поняла, что отпираться бесполезно. Нужна была правдоподобная история, которая объяснила бы мое отсутствие. «Мне нужно было подумать», — сказала я. «Особенно после визита барона Гросса. Я ходила в город на ярмарку. Хотела побыть среди людей, отвлечься». «Без разрешения? Без сопровождения?» Баронесса встала. «Ты опозорила меня перед бароном. Он привез подарок, хотел сделать тебе предложение сегодня». Вот оно что. Сегодня должно было случиться то, чего я так боялась. «Я не знала», — тихо ответила я. «Он не предупреждал о визите». «Это был сюрприз, глупая девчонка. Он уехал оскорбленный, решив, что мы специально спрятали тебя. Знаешь, чего мне стоило убедить его, что это не так?» «Мне жаль», — сказала я, стараясь выглядеть раскаявшейся. «Я не хотела создавать проблемы». «Теперь ты не выйдешь из замка до самой свадьбы», — жестко произнесла баронесса. «Никаких прогулок, поездок в город. Гретта будет следить за тобой день и ночь». Это была катастрофа.
Без возможности встречаться с Томасом и контролировать бизнес, все мои планы рушились. «Свадьбы?» – переспросила я, стараясь отвлечь баронессу от темы заключения. «Значит, решение уже принято?» «Барон Гросс все еще заинтересован в тебе, несмотря на твое недостойное поведение. Он даст мне еще один шанс. На следующей неделе мы поедем к нему с ответным визитом. И ты будешь любезна и благодарна за его внимание. Ты меня поняла?» «Да, мачеха», – я склонила голову. «А теперь иди в свою комнату и не показывайся до утра». Я вышла из столовой и медленно поднялась в свою башню. В комнате меня ждал неприятный сюрприз. Все вещи были перевернуты, сундук открыт. Очевидно, баронесса устроила тщательный обыск, пока меня не было. К счастью, все мои важные вещи, деньги, эскизы, были надежно спрятаны в тайной комнате, доступ к которой не обнаружили. Но ситуация становилась критической. Под постоянным наблюдением я не смогу продолжать свою деятельность. Я легла на кровать, размышляя о вариантах. Бежать? Пока рано. У меня нет достаточно средств для самостоятельной жизни. К тому же баронесса наверняка объявит меня пропавшей и начнет поиски. Подчиниться и выйти за барона Гросса? Никогда. Должен быть другой выход. И тут меня осенило. Если я не могу выходить из замка, нужно сделать так, чтобы бизнес приходил ко мне. И идеальным прикрытием может стать рукоделие. Вполне подходящее занятие для благородной девушки. Утром я, как ни в чем не бывало, попросила у баронессы разрешения заниматься рукоделием. «Вы правы, мачеха», — сказала я за завтраком. «Мое поведение было недостойным. Чтобы искупить вину и подготовиться к роли будущей супруги, я хотела бы посвятить время совершенствованию своих женских навыков». Хильдегарда подозрительно посмотрела на меня. «И какие именно навыки ты хочешь совершенствовать?» «Вышивку, плетение кружев». Я опустила глаза, изображая скромность. Говорят, барон Гросс ценит в женщине умение создавать красоту. Моя лесть сработала. Баронесса слегка смягчилась. Это разумное решение. Что тебе потребуется? Немного пряжи, иглы, коклюшки для кружев. Если можно, я бы хотела выписать из города книгу с узорами. Хорошо, кивнула она. Я распоряжусь, чтобы тебе доставили все необходимое. И еще одна просьба. Я решила рискнуть. Мне было бы полезно общение с опытными мастерицами. Может быть, можно пригласить в замок несколько женщин из деревни, которые научили бы меня тонкостям ремесла. Баронесса нахмурилась. «Ты хочешь, чтобы я позволила крестьянкам приходить в замок?» «Только в мою комнату и только в присутствии Греты», поспешно добавила я. «Это ведь совершенно невинное занятие, которое поможет мне стать достойной женой для барона». Хильдегард задумалась. Я видела, как в ее голове борются подозрительность и желание видеть меня послушной и занятой делом, которое приближало бы нашу главную цель – свадьбу с бароном. «Хорошо», – наконец сказала она. «2 женщины, не больше, раз в неделю. Гретта будет присутствовать при всех встречах. Благодарю вас». Я изобразила искреннюю радость. Теперь мне нужно было как-то связаться с Томасом. К счастью, это оказалось проще, чем я думала. На следующий день Гретта получила разрешение сходить на рынок за материалами для моего рукоделия. И я попросила ее передать записку мастеру игрушек, якобы чтобы заказать деревянные коклюшки. В записке я кратко описала свое положение и предложила новый план. Мои учительницы рукоделия будут на самом деле нашими мастерицами, которые под видом обучения будут приносить эскизы, забирать готовую работу и передавать новые материалы. Томас отреагировал быстро. Уже через 2 дня в замок пришли 2 женщины, тетушка Берта и молодая девушка Лисхен. Баронесса лично проверила их корзины, полные совершенно невинных ниток, иголок и образцов кружев, и поручила Гретте не спускать с них глаз. «Фрейлин, мы так рады, что вы интересуетесь нашим ремеслом», громко говорила фрау Берта, пока Гретта устраивалась в углу с вязанием. «Мы покажем вам все основные приемы». Когда старая служанка
убаюканная монотонным объяснением техники плетения, начала клевать носом, фрау Берта понизила голос. Томас передал, что вы в затруднении, фрейлин. Не беспокойтесь, мы придумали, как помочь. Что с заказами? Тихо спросила я. Все в работе, кивнула Лисхин, и выполним в срок. Господин Фельдман даже расширил свой заказ после первой партии. Отлично, я улыбнулась. А теперь покажите мне тот узор, о котором вы говорили. Мы вернулись к громкому показательному уроку. Но теперь я была спокойна. Бизнес продолжал работать. Так началась моя двойная жизнь. Днем я была примерной падчерицей, старательно постигающей тонкости рукоделия. Баронесса Хильдегард все чаще хвалила меня за усердие и даже начала смягчать режим, разрешила прогулки по саду под присмотром и сократила количество домашних обязанностей. А по ночам, когда все засыпали, я проскальзывала в тайную комнату и работала над новыми эскизами. Раз в неделю приходили учительницы, которые на самом деле были моими связными с внешним миром. Наш бизнес процветал. Спрос на кружева мадам М. рос, особенно после того, как герцогиня Вестфальская заказала комплект для своего бального платья. Ее появление на королевском приеме в наших кружевах вызвало настоящий фурор. Дамы высшего света выстроились в очередь за подобной отделкой. «Мы не справляемся с заказами», — сообщила фрау Берта во время очередного урока. «Все женщины в округе, которые умеют плести кружева, уже работают на нас. Нужно расширяться дальше». «А что с прибылью?» — спросила я, делая вид, что концентрируюсь на хитром переплетении нитей. «Томас держит все здесь». Лисхин незаметно протянула мне маленькую книжечку, спрятанную в клубках пряжи. Вечером в тайной комнате я внимательно изучила записи Томаса. Дела шли даже лучше, чем я ожидала. За 2 месяца мы заработали более 100 золотых. Почти половина была вложена обратно в дело, на материалы, оплату работы, транспорт. Но чистая прибыль все равно впечатляла. У меня почти достаточно, чтобы начать новую жизнь, думала я. Но куда бежать? Как обеспечить себе безопасность? В моих размышлениях меня прервал стук в дверь основной комнаты. Я быстро закрыла тайный ход и вышла. На пороге стояла Гретта. «Фрейлин, баронесса просит вас спуститься в гостиную. У нас гость». «Такой поздний час?» – удивилась я. На часах было почти 9 вечера. «Это барон Гросс», – Гретта опустила глаза. «Он приехал с важным разговором». Мое сердце упало. Неужели время вышло? Я быстро проверила свой внешний вид и спустилась вниз, готовясь к худшему. В гостиной барон Гросс и баронесса Хильдегарда сидели за столом, на котором стояла бутылка вина и какие-то бумаги. Они оба повернулись ко мне, когда я вошла. «А вот и моя прекрасная невеста!» Барон встал, и его маленькие глазки блестели. Было видно, что он уже выпил немало вина. «Добрый вечер, барон!» Я сделала реверанс, стараясь держаться как можно дальше от него. «Мириам, у нас радостные новости», — сказала баронесса. «Барон Гросс сделал официальное предложение. Свадьба состоится через 2 недели в его замке». 2 недели. И я почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Это так неожиданно», — выдавила я. «Я думала, что свадьба обычно планируется дольше». «Зачем ждать, когда сердца стремятся друг к другу?» Барон подошел ко мне и взял мою руку своими влажными пальцами. «К тому же у меня есть важные дела в столице через месяц, и я хочу, чтобы ты сопровождала меня уже, как моя жена». «Думай, Елена, думай». Я лихорадочно искала выход. «Это такая честь, барон!» Я заставила себя улыбнуться. «Но я еще не закончила свой свадебный наряд. Это особое кружевное платье, которое я плету сама, для вас». Барон выглядел удивленным. «Я могу купить тебе любое платье в столице, дорогая. Но это особенный знак моего уважения и любви. В наших краях считается, что платье, созданное невестой своими руками, приносит счастье в брак. Мириам очень преуспела в плетении кружев за последние недели», неожиданно поддержала меня баронесса. Видимо, ей тоже нужно было немного больше времени. «Ее работы действительно замечательны».
Ну, если это традиция. Барон выглядел не слишком довольным. И сколько времени нужно для этого платья? Месяц, быстро сказала я. Месяц? Барон нахмурился. Слишком долго. 3 недели, вмешалась баронесса. Мириам будет работать день и ночь. Я прослежу. Барон колебался, но затем кивнул. Хорошо, 3 недели. Свадьба состоится в последний день июля. И никаких отстрочек. После его ухода баронесса повернулась ко мне с ледяным выражением лица. Хитрый ход с платьем. Но не думай, что сможешь оттягивать неизбежное вечно. Я действительно хочу создать особое платье, солгала я, чтобы быть достойной такого мужа. Посмотрим. Баронесса смерила меня подозрительным взглядом. С завтрашнего дня будешь показывать мне ежедневный прогресс в работе над этим чудо-платьем. Вернувшись в свою комнату, я в отчаянии упала на кровать. 3 недели– это все, что у меня осталось. За это время нужно собрать достаточно денег, найти безопасное место для побега и продумать план исчезновения. Я вспомнила, что в тайной комнате в одной из книг был упомянут женский монастырь Святой Агнесы где-то в горах. Вероятно, это могло стать временным убежищем, пока я не придумаю, что делать дальше. Значит, нужно собрать деньги, купить лошадь, карту и исчезнуть за день до свадьбы, решила я. Но судьба готовила мне новый сюрприз. На следующее утро, когда я завтракала в одиночестве, Гретта вбежала в столовую с необычным для нее возбуждением. «Фрейлин Мириам, к нам приехал герцог Вестфальский с супругой. Они хотят видеть вас!» Я чуть не подавилась хлебом. «Герцог? Ты уверена?» «Да, их карета с гербом стоит во дворе, а баронесса в городе, а гости отказываются ждать». Я быстро встала из-за стола. «Герцогская чета Вестфальских? Здесь? Зачем? Неужели они каким-то образом узнали о моих кружевах?» «Проводи их в гостиную», — распорядилась я. «Предложи прохладительные напитки, я переоденусь и спущусь». Через 15 минут, надев лучшее из оставшихся у меня платьев, я спустилась в гостиную. Там меня ждала элегантная пара средних лет. Герцог, высокий мужчина с военной выправкой, и герцогиня, утонченная дама с проницательным взглядом. «Фрейлин фон Штейнберг», герцогиня встала мне навстречу. «Наконец-то мы встретились. Ваша светлость?» Я сделала глубокий реверанс. «Для меня большая честь. Оставив церемонии». Герцогиня жестом предложила мне сесть. «У нас мало времени до возвращения вашей мачехи. Разговор предстоит серьезным». Я удивленно посмотрела на нее. «Вы знаете о баронессе?» «Мы многое о вас знаем», — вступил в разговор герцог. «В том числе о вашей деловой активности под именем мадам М». У меня перехватило дыхание. Разоблачение. Но почему тогда они не выглядят рассерженными? «Не волнуйтесь», — герцогиня улыбнулась, видя мой испуг. «Мы не собираемся выдавать вас. Напротив, мы восхищены вашим талантом, и ваши кружева произвели фурор при дворе». «Но как вы узнали, что это я?» — спросила я. «Ваш друг, мастер Томас», — герцог слегка улыбнулся. «Не по своей воле, уверяю вас. Один из моих агентов заметил, что он регулярно встречается с торговцем Фельдманом и получает от него крупные суммы денег. Мы заинтересовались этим». «Томас не виноват. Это я все придумала», — быстро сказала я. «Мы знаем», — кивнула герцогиня. «И поверьте, никто не пострадает. Мы здесь не для обвинений, а с предложением». «Предложением?» «Дело в том, фрейлин», — герцог понизил голос, «что в королевстве сейчас непростая политическая ситуация. Старый король болен, а принц-наследник полон свежих идей относительно торговли, промышленности и положения женщин. Не все в королевстве приветствуют эти идеи», — продолжила герцогиня, «особенно консервативное крыло знати, которому принадлежит и ваш жених, барон Гросс. А мы с супругой поддерживаем принца. И нам нужны союзники среди предпринимателей, особенно таких необычных, как вы». Я начала понимать, куда они клонят, но все еще не могла поверить в происходящее. «Вы предлагаете мне какое-то сотрудничество?» «Более того», — герцогиня наклонилась ко мне, «мы предлагаем вам защиту и инвестиции. Ваше предприятие может стать гораздо больше, чем кустарное производство кружев.
Оно может вырасти в настоящую мануфактуру, которая будет не только приносить прибыль, но и создавать рабочие места для женщин по всему королевству. Под вашим патронажем, догадалась я? Не совсем. Герцог покачал головой. Мы лишь обеспечим начальный капитал и правовую защиту. Управлять всем будете вы. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. В моей прежней жизни я навидалась достаточно выгодных предложений, за которыми скрывались кабальные условия. «А что вы хотите взамен?» – прямо спросила я. Герцогская чета переглянулась с одобрением. «Умный вопрос», – кивнул герцог. «Мы хотим, чтобы ваше предприятие стало примером нового подхода к женскому ремеслу. Чтобы женщины по всему королевству увидели, они могут быть не только женами и матерями, но и успешными деловыми людьми». «Это политический проект», – добавила герцогиня. «Принц верит, что королевство станет сильнее, если все его подданные, включая женщин, смогут реализовать свой потенциал. И ваш случай может стать прекрасным примером». «Но как это возможно?» – я развела руками. «Через 3 недели меня выдадут замуж за барона Гросса, после чего я не смогу распоряжаться даже собственным гардеробом, не то что предприятием». «Этого не случится», – твердо сказал герцог. «Мы готовы предоставить вам убежище в нашем поместье до совершеннолетия. После этого вы будете свободны в выборе собственной судьбы». «И баронесса просто позволит мне уйти?» Я скептически подняла бровь. «Мы предложим ей компенсацию», – герцогиня улыбнулась. «Финансовые трудности делают людей более сговорчивыми». Я задумалась. Предложение было фантастическим, но все еще казалось слишком идеальным. «А почему именно я?» – спросила я. «Но немногие из молодых женщин, практически сироты, создавшие бизнес из ничего и бросившие вызов традициям, бывают у нас в королевстве». Герцог говорил серьезно. «Ваша история вдохновляет. К тому же я видел финансовые отчеты вашего предприятия. Вы умны, расчетливы и видите возможности там, где другие видят лишь препятствия. Именно такие люди нужны новому королевству». Я колебалась. Часть меня хотела немедленно согласиться, но другая часть, опытная бизнес-леди, напоминала о рисках. «Мне нужно подумать», — сказала я. «Разумеется», — герцогиня встала. «У вас есть 3 дня. Затем мы ожидаем вашего ответа». «Как я свяжусь с вами?» «Через Томаса», — ответил герцог. «Он знает, как найти нас». Они уехали за несколько минут до возвращения баронессы, оставив меня в полном смятении чувств. Я не могла поверить, что моя маленькая авантюра с кружевами привлекла внимание таких высокопоставленных лиц, и тем более не могла поверить, что они предложили мне защиту и инвестиции. Следующие 2 дня я провела в размышлениях. Предложение герцогской четы было заманчивым, но означало полную смену жизненного курса. Я собиралась тайно бежать, скрыться, возможно, даже сменить имя. А теперь мне предлагали открыто противостоять баронессе и барону, опираясь на поддержку влиятельных покровителей. И в то же время это открывало невероятные возможности для бизнеса. С инвестициями герцога я могла бы создать настоящую империю. И главное, это давало шанс изменить положение женщин в этом мире к лучшему. На 3-й день я пригласила фрау Берту для урока и передала через нее записку Томасу. «Я согласна. Что дальше?» Ответ пришел вечером того же дня. Гретта передала мне маленький сверток с кружевными нитками, внутри которых была записка: «Завтра в полдень у старой мельницы. Будьте готовы уехать сразу». Это было рискованно. Баронесса редко выпускала меня из виду, но завтра должен был приехать портной для примерки свадебного платья, которое баронесса заказала, не поверив, что я делаю его сама. И она планировала поехать в город за какими-то специальными украшениями для меня. Это был идеальный момент для побега. Я собрала небольшую сумку с самым необходимым. Туда же положила все деньги, которые у меня были, 2 золотые монеты и несколько серебряных. Дневник матери Мириам я решила взять с собой. Это была единственная личная вещь, которой я дорожила в этом мире. Утром я вела себя как обычно. Завтракала с баронессой, обсуждала детали свадьбы.
Затем отправилась в свою комнату работать над кружевами. В 11 баронесса уехала в город, оставив Грету присматривать за мной. Служанка, как всегда после обеда, задремала в кресле, и я воспользовалась этим, чтобы незаметно выскользнуть из комнаты. Забрав сумку из тайника, я спустилась по задней лестнице и вышла через кухню. До старой мельницы было около 2 километров, я могла добраться туда за полчаса быстрым шагом. Но судьба снова внесла коррективы в мои планы. Едва я вышла за ворота замка, как увидела приближающуюся карету баронессы. Она возвращалась раньше времени. Я метнулась за живую изгородь у дороги, надеясь, что меня не заметили. Карета промчалась мимо, и я услышала громкий голос баронессы, отдающий приказания кучеру. «Быстрее! Мы должны успеть до приезда барона!» Барон Гросс ехал в замок сегодня. Возможно, узнав о визите герцогской четы, он решил ускорить свадьбу. У меня не было времени гадать. Нужно было как можно скорее добраться до мельницы. И я побежала через поля, стараясь держаться подальше от дороги. Старая мельница показалась впереди. Рядом с ней стояла скромная крытая повозка. Томас стоял возле нее. «Фрейлин Мириам!» — он бросился мне навстречу. «Вы успели!» «Баронесса вернулась раньше, и барон Гросс едет в замок. Тогда нам нужно торопиться». Томас помог мне забраться в повозку. «Мы должны встретиться с герцогом в таверне «Золотой олень» через 2 часа». Повозка тронулась, и я с облегчением упала на сиденье. Но расслабляться было рано. До встречи с герцогом еще нужно было добраться, а баронесса наверняка скоро обнаружит мое исчезновение. «Томас», — сказала я, — «вы действительно верите герцогу? Это не какая-нибудь ловушка?» «Я был в их поместье», — ответил он. «Видел мастерскую, которую они готовят для вашего предприятия. Все это серьезно». Я кивнула, пытаясь свыкнуться с мыслью, что моя жизнь снова кардинально меняется. Внезапно Томас натянул поводья. Всадники впереди. Много. Я выглянула из повозки и увидела на дороге группу примерно из 10 всадников. Во главе их был барон Гросс. «Назад!» — крикнула я. «Поворачивай!» Но было поздно. Нас заметили, и несколько всадников уже скакали в нашу сторону. «Что будем делать?» — спросил Томас. Я быстро оценила ситуацию. Бежать бесполезно. На лошадях нас быстро догонят. Сражаться тоже не вариант, у нас нет оружия. «Остановись», — решительно сказала я. «Я попробую поговорить с бароном». Повозка остановилась, и через минуту нас окружили всадники. Барон Гросс спешился и подошел к нам. Его лицо было искажено гневом. «Так-так, беглянка с сообщником», — прорычал он. «Твоя мачеха уже подняла тревогу, когда нашла твою комнату пустой». «Барон Гросс, произошло недоразумение. Я совершала небольшую прогулку с моим кузеном». «Кузеном?» Барон презрительно посмотрел на Томаса. «Этот ремесленник? Не лги мне, девчонка. Ты пыталась сбежать перед свадьбой». «Свадьбы не будет», — твердо сказала я. «Я не выйду за ваш замуж». Барон расхохотался. «Не выйдешь? А кто тебя спрашивает? Ты несовершеннолетняя, решение принимает твоя опекунша. А она уже все решила и документы подписала». «У меня есть другой опекун». Это был блеф, но мне нужно было выиграть время. «Вот как? И кто же?» «Герцог Вестфальский». Я высоко подняла голову. «Он ждет меня в городе». На мгновение барон растерялся, но затем снова ухмыльнулся. «Хорошая попытка. Но герцог не имеет над тобой никакой власти, а теперь ты поедешь со мной». Он сделал знак своим людям. «А этого, — он кивнул на Томаса, — арестовать за попытку похищения дворянки». «Нет!» — я вскочила. «Томас ни в чем не виноват!» «Это решать не тебе. Пойдем!» В этот момент на дороге показалась еще одна группа всадников. Около 20 человек в форме с гербом дома Вестфальских. Во главе их ехал сам герцог. «Барон Гросс!» — громко произнес он, приближаясь. «Какая неожиданная встреча!» Барон отпустил мою руку и повернулся к новоприбывшим. «Ваша светлость!» — он поклонился. «Что привело вас в наши края?»
«Я приехал за моей подопечной, фрейлин фон Штейнберг», спокойно ответил герцог. «Вашей подопечной?» Барон нервно рассмеялся. «Прошу прощения, ваша светлость, но эта девушка моя невеста, а ее опекуном является баронесса фон Штейнберг. Это было так». Герцог спешился и протянул барону свиток с королевской печатью. Вчера его величество подписал указ о передаче опеки над фрейлиной Мириам герцогскому дому Вестфальских. Опекунство баронессы аннулировано. Барон Гросс побледнел. «Это невозможно! Мы уже заключили договор о свадьбе». «Любой договор, заключенный без согласия новых опекунов, недействителен. Фрейлин Мириам отправляется со мной». Герцог забрал свиток обратно. Барон оглядел своих людей, затем отряд герцога, явно прикидывая шансы в случае схватки. Здравый смысл победил. Против вдвое превосходящих сил герцога у него не было шансов. «Это не конец», – прошипел он мне. «Я этого не забуду». «Надеюсь, что не забудете, барон». Неожиданно для себя я почувствовала прилив уверенности. «И в следующий раз дважды подумайте, прежде чем пытаться купить невесту против ее воли». Барон Гросс резко развернулся, вскочил на лошадь и ускакал прочь вместе со своими людьми. Я повернулась к герцогу. «Благодарю вас, ваша светлость. Вы появились как раз вовремя. Я получал сообщение Томаса о возможных проблемах. Рад, что мы успели. А теперь, фрейлин, позвольте предложить вам более комфортный транспорт для путешествия в мое поместье». Он указал на элегантную карету с гербом, которая следовала за его отрядом. «А как же баронесса?» – спросила я. «Она не смирится с потерей возможной выгоды от моего брака». «О ней можете не беспокоиться. Сегодня она получит официальное уведомление о смене опекуна и компенсацию за ваше содержание последних месяцев. Более чем щедрую компенсацию, могу вас заверить». Я кивнула и, попрощавшись с Томасом, который настоял на том, что доставит наши вещи в поместье герцога на своей помостке, села в карету. Когда мы тронулись в путь, я откинулась на мягкие подушки и глубоко вздохнула. Впервые за долгое время я чувствовала себя в безопасности. И впервые с момента пробуждения в этом мире я была по-настоящему свободна. Поместье герцога превзошло все мои ожидания. Это был не просто замок, а настоящий дворец с огромным парком, фонтанами и оранжереей. Меня разместили в просторных покоях с видом на сад, предоставили горничную, милую девушку по имени Эльза, и полный гардероб новой одежды. Первый вечер я почти не выходила из ванной. Настоящий, с горячей водой и ароматными маслами. Герцогиня лично навестила меня и объяснила, что произойдет дальше. «Мы официально представим вас ко двору через месяц, когда утихнет скандал с бароном Гроссом. А пока вы можете освоиться в поместье и начать подготовку к расширению вашего предприятия». «А что с моими мастерицами?» – спросила я. «Мы уже связались с ними через Томаса», – улыбнулась герцогиня. «Те, кто захочет, смогут переехать сюда и работать в новой мастерской. Для них и их семей будут построены домики на территории поместья». «Вы все продумали». Я была впечатлена такой заботой. «Конечно», – герцогиня посмотрела на меня. «Это не просто благотворительность, фрейлин Мириам. Это инвестиция в будущее королевства. Женщины составляют половину населения, но их потенциал практически не используется. Принц хочет изменить это, и ваше предприятие станет первым шагом». Первые несколько недель в поместье герцога пролетели незаметно. Я разрабатывала план расширения производства, встречалась с архитекторами, которые проектировали здания мануфактуры, изучала новые книги по управлению предприятиями. Томас переехал в поместье вместе с семьей фрау Берты и еще несколькими мастерицами. Его таланты в механике оказались очень полезны. Он разрабатывал специальные приспособления для кружевоплетения, которые ускоряли и облегчали работу. «Представьте, фрейлин», — говорил он, «если мы сможем механизировать хотя бы часть процесса, производительность вырастет в разы». Я понимала его восторг. В моем прежнем мире я видела, как технологии революционизировали производство, но здесь мы были только в начале пути.
Герцог часто приглашал меня на деловые обеды, где я встречалась с влиятельными купцами и промышленниками королевства. Многие из них сначала смотрели на меня скептически. Молодая девушка, претендующая на роль делового человека. Но после нескольких дискуссий, где я демонстрировала знания финансов, торговли, их отношение менялось. Вы говорите так, будто уже управляли большим предприятием, заметил однажды один из купцов. Возможно, в прошлой жизни, уклончиво ответила я с улыбкой. Через месяц после моего переезда баронесса Хильдегарда попытался спорить решение о смене опекуна. Она не наняла адвоката и подала прошение королевскому суду, утверждая, что я была похищена и удерживаюсь против воли. Герцог только рассмеялся, показав мне копию жалобы. «Не беспокойтесь, это бессмысленная затея. Королевский указ не подлежит оспариванию в суде. К тому же, завтра вы лично встретитесь с принцем и сможете заверить его в своем добровольном пребывании здесь». «С принцем?» Я не могла скрыть волнение. «Вы не говорили, что он будет на приеме?» «Хотел сделать сюрприз. Принц Адриан очень заинтересовался вашей историей и вашими идеями. Он считает, что такие люди, как вы, будущее королевства». Прием в честь осеннего равноденствия был грандиозным событием. В поместье герцога съехалась вся высшая знать королевства, включая самого принца-регента Адриана, молодого человека лет 30 с умными глазами и решительным выражением лица. Герцогиня лично помогала мне подготовиться к вечеру. Мое платье, созданное лучшими портными столицы, было украшено кружевами нашего производства. «Вы выглядите сногсшибательно», — оценила герцогиня. «Никто не поверит, что всего 3 месяца назад вы чистили камины в замке баронессы». Я нервничала как никогда в жизни, когда герцог представлял меня принцу. «Ваше высочество, позвольте представить вам фрейлин Мириам фон Штейнберг, нашу подопечную и создательницу тех самых кружев, о которых я рассказывал». «Наслышан о ваших талантах, фрейлин». Принц Адриан внимательно посмотрел на меня. «И о вашей удивительной деловой хватке. Благодарю, ваше высочество». Я сделала безупречный реверанс. Я всего лишь нашла возможность применить свои скромные таланты. «Скромные?» — принц улыбнулся. «Герцог показал мне финансовые отчеты вашего предприятия. За 3 месяца достичь такой рентабельности — это не скромный талант, а настоящий дар». После первых формальностей принц отвел меня в сторону для более приватной беседы. «Скажите, фрейлин, как вы относитесь к идее создания женской торговой гильдии?» «Женской гильдии?» Я была поражена. «Но разве женщинам разрешено создавать гильдии в королевстве?» «Пока нет», — принц понизил голос. «Но законы можно изменить. И я работаю над новым торговым кодексом, который даст женщинам право создавать предприятия». «Это революционно», — я с трудом подбирала слова. «Такие изменения вызовут сопротивление». «Несомненно», — принц кивнул. «Поэтому нам нужны яркие примеры успешных женщин-предпринимательниц, которые покажут всем скептикам, что это не просто возможно, но и выгодно для королевства. Такие, как вы». Я задумалась. В моей прежней жизни я действительно была успешной бизнес-леди, но там это было нормой. Здесь же мне предлагали стать пионером, изменить вековые традиции. «Я готова попробовать, ваше высочество, но мне понадобится поддержка». «Вы ее получите», — принц был серьезен. «Герцог Вестфальский станет вашим патроном, а я обеспечу юридическую базу. Через год, когда вам исполнится 18, вы сможете официально возглавить свою компанию и, возможно, стать первой женщиной-мастером в новой гильдии». После разговора с принцем вечер прошел как в тумане. Я танцевала с герцогом, с несколькими молодыми дворянами, беседовала с купцами и все это время думала о перспективах, которые открывались передо мной. Когда последние гости разъехались, герцог пригласил меня в свой кабинет. Там уже был Томас, выглядевший взволнованным и немного не в своей тарелке. «Фрейлин,
Герцог указал мне на кресло, мы хотели бы обсудить с вами будущее вашего предприятия. Принц заинтересован в его успехе. Как и я, улыбнулась я. Мастер Томас показал мне чертежи механизированных станков. Они выглядят многообещающе. Томас покраснел от похвалы. Это всего лишь наброски, ваша светлость. До рабочих моделей еще далеко. Но идея верная. Я рассматривала чертежи с искренним интересом. Если мы сможем механизировать часть процесса, это будет прорыв. Именно так, кивнул герцог. И я готов финансировать разработку этих машин. Но есть одно условие. Я слушаю, ваша светлость. Патент на эти машины должен быть зарегистрирован на имя женской торговой компании, которую вы возглавите, а не на кого-то лично. Принц хочет, чтобы это было действительно женское предприятие, служащее примером для других. А как же Томас? Я посмотрела на молодого мастера. Это же его изобретение. Я буду получать долю от прибыли как технический директор компании. Это справедливое решение, фрейлин. Томас выглядел вполне довольным. Тогда я согласна. Я протянула руку герцогу. Женская торговая компания будет создана. Герцог пожал мою руку, и это рукопожатие символизировало начало нового пути. Не только для меня, но и для многих женщин королевства. Я вышла из кабинета вместе с Томасом. Мы молча шли по темным коридорам поместья. «Все так быстро меняется», — произнес Томас. «Еще недавно вы были пленницей в замке баронессы, а теперь беседуете с принцем. Как равная». «Не как равная. Но он видит во мне партнера для своих реформ, а это уже немало. Вы удивительная, Мириам. Иногда мне кажется, что вы не отсюда, словно пришли из другого мира». Я замерла. Неужели он догадался? «Почему вы так думаете?» – спросила я. «Ваши идеи, ваш взгляд на бизнес – это так не похоже на все, к чему мы привыкли. Даже принц, при всем его прогрессивном мышлении, не придумал бы того, что кажется таким очевидным для вас». Я долго смотрела на Томаса. За эти месяцы он стал моим близким другом и соратником. Но могла ли я доверить ему свою тайну? «Возможно, однажды я расскажу вам всю правду, Томас», — сказала я. «Но сейчас важно не то, откуда я, а то, что мы делаем здесь и сейчас». «Конечно, фрейлин. Я просто хотел сказать, что восхищаюсь вами. И что бы ни случилось, я на вашей стороне». «Спасибо. Это много значит для меня». Мы попрощались, и я направилась в свои покои. Стоя у окна и глядя на ночной сад, я думала о своем удивительном путешествии. От успешной, но одинокой бизнес-леди до основательницы первой женской компании в этом средневековом мире. Возможно, моя смерть в прошлой жизни была не концом, а началом чего-то более значимого. Шанса изменить не только свою судьбу, но и судьбы других женщин. Интересно, а что сказала бы Елена Владимировна, увидев меня сейчас? С улыбкой подумала я, вспоминая свою прежнюю жесткую деловую схватку и бескомпромиссность. Я была уверена в одном – она бы гордилась мной. Ведь в любом мире, в любом теле я оставалась собой, женщиной, которая никогда не сдается, всегда идет вперед и меняет мир под себя, а не подстраивается под него. С этой мыслью я легла спать, зная, что завтра начнется новый день и новая глава в моей второй жизни. Жизни бизнес-леди, волей судьбы оказавшейся там, где ее таланты могли изменить мир к лучшему. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!